Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить самый нежный бисквитный торт «Ягода малина». Помните, была такая песня «Ягода малина нас к себе манила». Так вот, этот торт по-настоящему манящий. От него просто невозможно оторваться. Рецепт очень простой. Торт получается невероятно красивый и очень вкусный. Таким тортом вы украсите любой праздничный стол. Он такой высокий. Здесь нежные, воздушные, бисквитные коржи. И вкуснейший крем по вкусу, как мороженое. Много ягод малины и голубики. Каждый кусочек этого торта просто тает во рту. Для приготовления крема мне понадобится молоко вливаю в сотейник, и его надо довести почти до кипения. В миску всыпаю сахар, крахмал, перемешиваю. Также добавляю соль, добавляю яйца. Хорошо все перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. Молоко почти закипело. И часть горячего молока вливаю в сахарно-яичную смесь. Интенсивно перемешиваю. Оставшееся молоко возвращаю на плиту. И вливаю сюда полученную смесь, все время помешивая. И теперь варим заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит, все время помешивая, чтобы крем не подгорел. Крем уже загустел, пошли пузыри. Крем снимаю с плиты. Продолжаю размешивать в кастрюле, так как она горячая. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Конечно, вместо экстракта ванили можно использовать ванильный сахар. Перемешиваю. Переливаю в миску. Закрываю миску пищевой пленкой. Причем пленку опускаю прямо в контакт с кремом, чтобы не образовывалась корочка. Оставляю его до полного остывания. Для приготовления бисквита мне понадобится подготовлю противень и включу разогреваться духовку на 180 градусов. Размер моего противня 32 на 42 сантиметра. Выстелила его пергаментной бумагой и слегка смажу растительным маслом без запаха. Я буду готовить бисквит классическим способом, разделяя белки и желтки яиц. Посуда, в которой взбиваем белки, обязательно должна быть чистая и сухая. В белки добавляю щепотку соли. Когда появилась вот такая легкая пена, добавляю сахар постепенно и увеличиваю обороты миксера. Я хорошо взбила белки. Посмотрите, получилась вот такая белая пышная масса. И сейчас по одному в белковую массу добавляю желтки и хорошо взбиваю. И какая в итоге получается воздушная, очень красивая масса. И также сейчас в миску я добавляю экстракт ванили. Если вы будете использовать ванильный сахар, добавляйте его вместе с сахаром. Теперь в эту воздушную массу просеиваем муку и крахмал. Муку и крахмал я прямо в сите немного перемешаю. Добавляем небольшими порциями и перемешиваю лопаткой. Вот такими легкими движениями сверху вниз, чтобы сохранить всю пышность у теста. Обычно я добавляю примерно в 3-4 приема. Вмешиваем все аккуратно, но вместе с тем следим, чтобы не было непромеса. В итоге получилось вот такое очень нежное, пышное тесто. Сразу же переливаю его на подготовленный противень и разравниваю лопаткой.
Отправляю противень с тестом в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Бисквит готов, я его достала из духовки. Проверяем его готовность нажатием пальца. Тесто должно пружинить. Перетаскиваю бисквит на решетку и оставляю остывать. Сливочное масло перекладываю в миску. Хорошо взобью масло примерно в течение 4-5 минут в пышную светлую массу. Также миксером немного перемешаю заварной крем. Понемногу соединяем заварной крем с маслом. Первую часть заварного крема добавляем совсем небольшую, чтобы сравнять температуру масла и крема. Крем стоял у меня в холодильнике, поэтому он чуть более холодный, чем масло. Таким образом, заварную основу я добавляю где-то в 4-5 приемов. И благодаря этому крем получится пышный, красивый и хорошо застынет в холодильнике. Какой просто великолепный, красивый, вкусный крем получился. Когда бисквит остыл, я при помощи кондитерского кольца вырежу из него 2 коржа. Я буду делать коржи диаметром 20 сантиметров. И вырезаю второй. Теперь вот этот оставшийся бисквит я разрежу на небольшие квадратики. Также сразу я подготовила ягоды малины и голубики. Собирать торт я буду в кольце диаметром 20 сантиметров. Установила кольцо на тарелку и выложила внутри вот такую обычную плотную канцелярскую папку. Выкладываю на дно первый корж. Плотненько вот таким образом все поджимаю. Сверху на первый корж я выкладываю крем. Разравниваю. Коржи я не пропитываю пропиткой, потому что здесь очень нежный крем, и сам бисквит получается такой достаточно нежный. Сейчас я беру тарелку и перекладываю сюда немного крема. Здесь я буду перемешивать кусочки бисквита с кремом. Мне так удобнее, я не хочу перемешивать сразу со всем кремом. И выкладываю в кольцо. Сейчас я делаю первый слой из кусочков бисквита. Слишком плотно я бисквитики не выкладываю. Здесь все потом заполнится кремом. И выкладываю ягоды. Сверху крем. И разравниваю. Надо постараться заполнить кремом все пустоты. Снова укладываю кусочки бисквита, промазанные кремом. И сверху снова ягоды. Я постаралась разделить все ягоды и бисквиты примерно на 3 части. Снова смазываю кремом. Выкладываю сверху все оставшиеся кусочки бисквита. Разбрасываю оставшиеся ягоды. И выкладываю весь оставшийся крем. Хорошо все разравниваю. И закрываю сверху коржом. Я выкладываю этот корж донышком вверх. И немного так все прижимаю, чтобы все уплотнилось. Чтобы потом внутри не было пустот. Посмотрите, какой по высоте получился высокий торт. Поэтому, если вы будете готовить торт именно в такой форме размером 20 сантиметров, учитывайте этот момент и нарастите бока пленкой. Сейчас торт я закрываю пищевой пленкой и отправляю его в холодильник на всю ночь, чтобы он хорошо пропитался и крем стабилизировался. Сейчас я подготовлю белый ганаш для того, чтобы выровнять торт. Для этого мне понадобится 200 граммов белого шоколада и 100 граммов мягкого сливочного масла. Любым удобным для вас способом надо растопить шоколад. Можно это сделать либо на водяной бане, либо в микроволновке. Я растапливаю шоколад в микроволновке короткими импульсами. 10-15 секунд, затем перемешиваю, опять отправляю в микроволновку и снова перемешиваю. Очень важно не перегреть шоколад, чтобы он не свернулся. Вот миска сейчас у меня горячая, и я здесь размешиваю шоколад,
и он под воздействием тепла плавится. И только сейчас добавляем сюда мягкое сливочное масло комнатной температуры. Хорошо перемешиваю, чтобы получилась однородная масса. Сейчас от сливочного масла масса пожелтела. Так и должно быть. Получилась вот такая абсолютно однородная смесь. Ее я поставлю минут на 10 в холодильник, чтобы она остыла. Торт я достала из холодильника и сейчас снимаю с него форму. Торт получился очень красивый. В принципе, его можно сильно даже не украшать, если вы его готовите для домашнего чаепития. Я сейчас просто шпателем немного подравниваю бока. Ганаш охладился в холодильнике. Сейчас я его перемешиваю. Он вот так вот загустел. Очень хорошая температура для взбивания, примерно 25-26 градусов. Взбиваю на высоких оборотах миксера примерно 3-4 минуты. Как видите, масса светлеет и становится более пышной. Посмотрите в итоге, какой красивый, белоснежный, пышный ганаш получился. И он прекрасно подходит для выравнивания тортов. У него вот такая очень гладкая структура, и выглядит он великолепно. Сейчас я просто сделаю такое первое выравнивание для тортика. Наношу небольшое количество ганаша. Вообще слишком сильно ничего выравнивать я не буду. Хочу сделать такую небольшую небрежность. Отправлю торт минут на 10 в холодильник. Небольшое количество ганаша отбираю для украшения. После того, как торт постоял немного в холодильнике, делаю окончательное выравнивание. Для того, чтобы хорошо сглаживать бока, можно окунуть шпатель в горячую воду. Я хочу сделать небольшие такие малиновые разводы на торте. Здесь у меня ягоды малины, которые я прогрела в микроволновке. И протру их через сито. До однородности я перемешивать не буду. Просто сделаю такие небрежные мазки. И при желании можно еще кисточкой сделать вот такой фактурный рисунок. Посмотрите, какой торт высокий, красивый, а какой он нежный. Этот торт буквально тает во рту. Друзья, как же это вкусно! Здесь невероятно, очень вкусный крем, по вкусу как мороженое, нежнейшие бисквитные коржи и много ягод. Это потрясающе! Друзья, я всем рекомендую. Приготовьте и попробуйте. Тем более, что готовится он очень просто. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока! А я не могу оторваться, продолжаю есть.